Великая война унесла жизни почти 20 миллионов человек. Это была беспрецедентная борьба, которая познакомила человечество с некоторыми из самых ужасающих явлений его новейшей истории. Несмотря на многолетнюю борьбу, война, начавшаяся в 1914 году, к 1919 году завершилась в Европе убедительной победой Германии и ее союзников. К 1936 году она обладала обширной империей, простиравшейся от Бельгии до Днепра, от Камеруна до Кении и от Индокитая до островов Тихого океана. Падение ее бывших врагов позволило ей завладеть территориями и богатствами, невиданными со времен Римской империи, что привело к экономическому буму в 20-е годы и обеспечило рядовым немцам уровень жизни, не имевший прецедентов во всей истории человечества. Однако, то, что поднимается, рано или поздно должно упасть. Экономическое чудо 20-х годов сменилось стагнацией. Правительства становились все менее эффективными. К 30-м годам экономика стремительно шла на дно, а правительства сменяли друг друга одно с другим. К 1936 году неэффективное управление экономикой привело к краху рынка. Пало очередное правительство. Это событие вошло в историю как «Черный понедельник». К апрелю Рейхстагу не удалось сформировать правительство, обладавшее большинством, чтобы стабилизировать хотя бы политическую сферу жизни страны. В результате кронпринц рекомендовал кайзеру весьма необычного кандидата на пост рейхсканцлера – Курта фон Шлейхера. Его первой задачей было сформировать большинство в Рейхстаге. Неожиданно для всех, новый рейхсканцлер взял курс на централизацию власти в своих руках. Завоевав доверие старейшего кайзера и сформировав большинство в Рейхстаге, ему пришлось теперь заняться экономикой. Пожалуй, это была самая важная задача, стоявшая перед канцлером. Падающая экономика была отличной средой для левой радикализации и представляла множество возможностей врагам Германии, интернационалу. Также между Лондоном и Берлином началась дипломатическая борьба за влияние над Ирландией. Фламандские националисты откололись от контролируемой Германией Бельгии, в результате чего Нидерланды нарушили суверенитет Германии, объединившись с Фландрией. А русские заморозили Вильнюсские соглашения. Германия не могла отреагировать военной силой, как обычно. Поэтому Шлейхер мог лишь вести дипломатическую интригу, чтобы Германия не показала, насколько она на самом деле была слаба. В самой Германии русская борьба только набирала обороты, поскольку по всей стране вспыхивали все новые и новые забастовки в поддержку русских рабочих. Но терпение правительства лопнуло, когда эти забастовки распространились на Брауншвейг. Опасаясь Красной революции, правительство приняло закон о полномочиях, наделявший Шлейхера диктаторскими полномочиями. Это фактически означало поражение оппозиционного демократического союза и обеспечило коалиции Шварц-Вайс-Рот монополию на парламентскую политику. Теперь Шлейхер был свободен в создании немецкого национального фронта и новой конституции. Поскольку его целью была централизация немецкого государственного аппарата, Национальный фронт стал массовым движением для всех патриотов, верных кайзеру. Шлейхера провозгласили вторым Бисмарком. Однако, не все были довольны растущей децентрализацией в политике Шлейхера. Баварское правительство попыталось подать на него в суд в Рейхсрате, чтобы сохранить федеративный характер империи, сохранявшийся с 1871 года. Это предложение было отклонено в Рейхсрате. Kameraden, deutsche Männer und Frauen, in unauslöschlicher Dankbarkeit gedenken wir des Opfertodes unserer gefallenen Väter und Brüder. Wir neigen uns mit tiefem Schmerzgefühl
vor dem Gefühl der Trauer, die die deutschen Frauen, die Mütter, die Witwen und Waisen ertragen mussten und noch tragen. Пережив черный понедельник, правительство Германии теперь могло сосредоточиться на реформировании вооруженных сил в рамках подготовки к грядущему противостоянию с врагами империи. Поскольку черный понедельник затронул всю сферу влияния Германии, стране пришлось иметь дело с попытками мятежей и восстаниях у своих ключевых союзников в Балтийском герцогстве и на Украине, но все они были подавлены. Однако одно лишь влияние для победы в войне недостаточно. Паникеры, как Макс Пауэр, продолжали писать в прессе о мнимой слабости правительства и Рейха. Как бы необоснованны не были его критические замечания, нашлось немало офицеров, которые восприняли их всерьез. Эта группа офицеров и составляла группу Die Fronde. Благодаря их реформам сухопутные войска с их несогласованными и полностью независимыми друг от друга родами войск были преобразованы в новую армию – Вермахт. Национальная армия для национальной империи. Однако энтузиазм не смог заменить реалистичных ожиданий, и поэтому доктрина Вермахта диктовала необходимость занять оборонительную позицию по отношению к врагам. Эти реформы обходились дорого, в результате чего правительство Шлейхера по рекомендации экономиста Яльмара Шахта было вынуждено прибегнуть к мерам жесткой экономии. Верховное командование Вермахта также приступило к реализации двух крупных проектов – Вествал и Оствал. Как дела, Альберт? Коммунары уже обоссались. Не похоже. Скорее, они пристально за нами следят. Посмотри на этого придурка в кустах, рисует пейзаж, на котором как раз и оказались мы с нашими инженерными сооружениями. А мы не можем его просто пристрелить. Ганс, ты идиот? Нет, не можем. Это начнет войну, пока наши укрепления не готовы. В июле 1937 года анархистское правительство французской коммуны попыталось угрожать суверенитету Швейцарии. Но швейцарцы приняли мудрое решение, обратившись за помощью к Германской империи. Французы были вынуждены отступить, потеряв больше, чем приобрели, поскольку эта небольшая горная страна теперь оказалась в крепких тисках Рейхспакта. В следующем году, стремясь снизить напряженность в отношениях с Германской империей, французы предложили соглашение, согласно которому обе страны обязывались уважать нейтралитет государств, не желающих присоединяться ни к интернационалу, ни к Рейхспакту. Несмотря на успех Копенгагенской конвенции, обе стороны понимали, что это не сможет предотвратить войну. Черт возьми, наши артиллеристы стали гораздо лучше. У французов нет ни единого шанса против нас. Еще бы! Их танки не выдержат ни единого выстрела из наших противотанковых орудий.
Ганс, этот снаряд только что упал за границей, на французскую деревню. Ага. Нам конец. Нам нужно доложить об этом обер-лейтенанту. Французы это не примут. В ходе военных учений немецкая армия обстреляла деревню Аврикур. Обе стороны начали перебрасывать границы более крупные войска. Но, к счастью для всего мира, в этот момент стороны договорились, что Германия выплатит Франции компенсацию. Войны удалось пока что избежать. Несмотря на то, что в 1939 году удалось избежать войны, в начале следующего года стали поступать сообщения о нарастании концентрации русских войск на границе стран Рейхспакта. В начале мая 1940 года русские войска начали вторжение. Тем летом Интернационал тоже вступил в войну с Германией. Черт, все в окопы.
unseren schweren Panzern aufgerieben. Geschützt werden sie nicht standhalten. Brennt alles, was wir sehen. Bewegung. Zu 39ern wechseln! Jetzt haben wir sie! Volle Deckung! Deutschland! Verdammter Vollidiot! Lade nach! Daneben! Wir sind in der Überzahl! Da brauchen die mehr Verschlagskraft! Jawohl! Ziel zerstört! Wir haben diesen Panzer zerstört! Все живы? Я жив. Фриц погиб. Вижу, что осталось не так много. Где обер-лейтенант? Он тоже погиб.
В январе 1942 года канадские представители обратились к Германской империи с предложением провести в Монреале конференцию, посвященную возможному сотрудничеству между остатками Антанты и Рейхспактом. Несмотря на то, что Германия была готова к диалогу, второе по значимости государство-член Антанты, Франция, не желала идти ни на одну уступку ни в одном вопросе. Они отказались отречься от Эльзаса и Лотарингии, отказались присоединиться к Миттель-Европе и отказались признать германское господство над бывшими французскими колониями. Единственными, кто был готов пойти хотя бы на одну уступку, были канадцы с их британским правительством в изгнании, отказавшись от претензий на Северную Ирландию. Несмотря на то, что обе стороны смогли обсудить условия договора о сотрудничестве, для немецкой стороны это стало лишь временной договоренностью из-за отсутствия прогресса по важнейшим вопросам национальной безопасности германского государства. Die sind überall! Es geht nicht mehr! Die Schweine haben Scharfschützen! Ziel ist außer Reichweite. Schwere Verluste! Wir kommen hier nicht weg! Похоже, они действительно не боятся смерти. Есть какие-нибудь хорошие новости с других участков? Англичане заняли Гамбург. Что? Как? Ну, хорошая новость в том, что их наступление, по крайней мере на данный момент, сдержано.
В августе 1943 года, уже захватив Петроград и Царицын, польские и украинские части под немецким командованием взяли Москву. Россия была на грани краха. К сентябрю, видя, что их армия разваливается на части, русские поспешили согласиться на мир на условиях Рейхспакта. Война на Востоке, как и в Первом Великриге, была выиграна. Теперь все эти победоносные части можно было перебросить на зашедший в тупик Западный фронт. Знаешь, Альберт, так приятно, когда есть настоящая бронетанковая поддержка. Да, знаешь, я до сих пор помню, каким прекрасным было это место. Да, теперь я даже не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова так же смотреть на цветы и слушать пение птиц. Но сейчас не время об этом, нам нужно сосредоточиться на том, что нас ждет.
25 октября 1943 года Верховное командование Вермахта начало крупное наступление на Западном фронте. Feuersperr, Feuer, Feuer, los! Achtung, Deckung, Hinling, halt! Feuersperr, Feuer, Feuer, los! Achtung, Deckung, Hinling, halt! Auf zum Schlachtfeld, auf zur Front und auf bis zu eurem Tod! Werft das Leben hinfort, zeigt die Willenskraft, die in euch wohnt. Feuersperr, Feuer, Feuer, los! Achtung, Deckung, Hinling, halt! Hört nur den Schüssen zu, die nach ihnen jagen. Hört ihr die Schreie auch? Hört ihr diese Nadeln? Stampft sie alle tot! Stampft sie alle tot! Männer, wir sind unsere Mission! Absolute Ausrottung! Kein einziger Feind wird am Leben bleiben! Diesen Mann die Hölle auf Erden bereiten! Laufen mit dem Kopf voran zum Kugelhagel hintergann. Die Antwort liegt klar vor uns. Es ist für dieses Land! Auf zum Schlachtfeld, auf zur Front und auf bis zu eurem Tod! Werft das Leben hinfort! Zeigt die Willenskraft tief in euch! Zeigt mir Treue, zeigt Gehorsam, dient nur mit Leib und Geist. Jede Faser in euch soll laut triumphieren aufschreien. Schreitet nun voran auf Bergen, die wir bauen auf. Leiten unter uns bis hoch zum Himmelszelt. Feuersperr, Feuer, Feuer, los! Achtung, Deckung, Hinling, halt! Feuersperr, Feuer, Feuer, los! Achtung, Deckung, Hinling, halt! Die Angst vergeht, sobald du genauer hinsiehst. Ein Feuerwerk aus Blut, das nur so umherfliegt. Schau, wie schön es fließt, schau, wie schön es fließt. Niemals könnte ich ausradieren, welch Bilder nun mein Leben ziehen. Feuer, das zum Himmel reicht, der Anblick des 8 марта 1944 года Лондон пал под натиском немецких войск. Спустя несколько недель их союз распался. После этого и Британия, и Франция капитулировали. Второй Велькриг окончился, и его исход оказался похожий на исход Первого Велькрига. Ух ты! Впервые за 4 года я могу насладиться тишиной. Боже, никогда не думал, что мы снова услышим пение птиц. Так чем ты теперь будешь заниматься? Когда армия демобилизуется, я просто вернусь на завод Круппа, где работал до войны. А ты? Я наконец-то вернусь в свою родную деревню. Жена, наверное, очень по мне скучает. Несмотря на то, что французские и британские синдикалисты потерпели поражение, их соратники в Испании и Норвегии продолжали сопротивление. Однако и с ними быстро разобрались. Но не все получили выгоду и долю трофеев от окончания войны. Единственным плацдармом Антанты на европейском континенте осталась Португалия. Помимо этого, из-за настойчивого отказа Франции принять хотя бы одно из требований Германии, политики в Берлине отказались соблюдать договоренности Галифакской конференции. Великобритания теперь была разделена на Англию и Шотландию, а Франция превратилась в оккупированную Германией военную администрацию с отделенной Британию. Монархии в Испании и Норвегии были восстановлены. Несмотря на то, что японцы все еще пытались вести войну против европейских колоний в Азии, Германия вновь оказалась на вершине мира, как и после Первого Велькрига. В самой Германии реформы Шлейхера привели к созданию совершенно нового государственного аппарата. Были окончательно упразднены последние федеративные институты, что позволило сформировать подлинно национальный и унитарный германский рейх. С момента смерти кайзера Вильгельма II в 1941 году его сын, Вильгельм III, был не более чем марионеточным кайзером, а реальной властью обладал только рейхсканцлер. Однако, несмотря на то, что он почти 10 лет преобразовывал Германию по своему образу, 4 года войны сказались на его здоровье. После военной победы Шлейхер ушел в отставку, а несколько недель спустя скончался. Его должность унаследовал Фердинанд фон Бредов. Национальная революция Шлейхера
завершилась, и жизнь его оборвалась одновременно с ее окончанием. Несмотря на сохранившиеся геополитические амбиции Германии в отношениях таких регионов мира, как Суэцкий канал, германский народ был измотан после целых 4 лет боевых действий. Теперь Германии предстояло восстановить все то, что было разрушено в огне Weltkriege. Что касалось международных противостояний, то война с ними приобрела более сдержанный характер. Они стали скорее холодными. Это явление стало известно как Кальтер Криг.